Я сейчас срежу листы, которые расположены в верхней части ствола, потому что мне нужны чистые листы, которые не соприкасались с почвой. И, соответственно, не имеют никаких повреждений в виде плесени или грязи. Я их буду срезать вот здесь секатором и потом размочу в ванной. А можно также, если будете плести сразу, дождаться дождя и сорвать прям сразу после дождя. Мой эксперимент был достаточно успешным в этом случае. Но если вы хотите заготовить их на зиму, то естественно, что лучше собрать их абсолютно сухими и потом хранить на чердаке. Это большие, достаточно красиво окрашенные листья с таким медным оттенком, розоватым оттенком. В общем, по виду прекрасный материал. Вымытые листья стоит внимательно осмотреть на предмет плесени и каких-то дефектов. Обычно точки плесени образуются вот здесь вот. Поэтому лучше срезать нижний край на косую. Затем следует разделить лист пополам. Лучше это делать вот из этой нижней зоны. Тогда полоса будет максимально широкой. Верхний край обязательно срезать под прямым углом. Вот такую заготовочку уже можно отложить в сторону. Удобнее раздваивать при помощи правой руки, поэтому можно повернуть лист и работать вот таким образом. Чтобы сделать косичку из кукурузных листьев шириной примерно 1,5 сантиметра, может быть чуть уже, примерно 1,2-1,5, нам понадобится 6 вот таких полосочек и небольшое приспособление. Нам понадобится гвоздик со шляпкой. Можно купить в канцтоварах вот такие вот кнопки или гвоздики. Вот такая штучка очень удобна. Затем вам понадобится либо деревяшка, деревянное основание, либо какая-то ненужная старая книга. Далее берем 6 полос. После этого делим на 3 части и начинаем плести обычную косичку. Прелесть именно кукурузных листов, а не листьев кукурузного початка, в том, что они очень длинные, достаточно плотные, дают такую хорошую упругую косу по итогу. Вот. Можно немножко подкручивать, можно ложить просто напрямую, тут уже как вам понравится. Но получается хорошая плоская коса. И плести можно достаточно долго без добавлений. Зачем нужен именно гвоздик? Почему удобно с гвоздем? Потому что вот так вот на руках плести тоже можно, но из-за вот таких вот движений натяжение будет хуже контролироваться и в принципе не так удобно. А если использовать гвоздь, то коса в натянутом состоянии и плести можно максимально быстро, максимально комфортно. Вот что у нас получается. Очень быстрое и качественное плетение. Добавлять новые листы удобнее всего, используя вот этот вот обрезанный край. Мы его заводим вот сюда внутрь одной из полосочек.
Слегка подкручиваем. И удобнее всего это делать справа, потому что правая рука, она, как правило, самая ловкая. И вот таким образом продолжаем плетение. Для плетения кашпо нам нужна определенная плотная основа. Если у вас есть кашпо, состоящее из двух частей, вот примерно по этому принципу, можно купить недорогое пластиковое, то очень удобно будет сразу обклеивать просто эту часть. Я решила сделать задачу посложнее, поэтому я взяла канистру от воды 5-литровую и вот немного обрезала пластиковый горшок, вот именно с дырочками, который идеально подойдет в этот размер. Таким образом вода будет стекать сюда, и наша декоративная часть не будет увлажняться никоим образом и подгнивать. Итак, вот основа у нас есть. Теперь можно сделать декоративное кашпо прямо на этом основании, либо можно немножко изменить форму для того, чтобы сделать более эффектную, более интересную вещь. Конечно, можно просто задекорировать вот такой цилиндрический горшок, кашпо, и будет тоже достаточно неплохо. Но я покажу общий принцип изменения формы для того, чтобы вы представляли, как это можно сделать. Итак, у нас есть определенная высота. Мы можем сделать скругленный такой силуэт при помощи добавления формы. И можно сделать расширение по центру, а можно сделать чуть-чуть выше, вот такое скругление, или чуть-чуть ниже. Использование расширения по центру не всегда эффектно. Лучше использовать принцип золотого сечения, то есть либо чуть-чуть выше, либо чуть-чуть ниже. Я хочу расширить в нижней части и вот создать вот такую вот как бы заужающуюся кверху форму. Поэтому вот здесь вот чуть ниже центра я сделаю сначала основание из плотной веревки, для того, чтобы потом все наше дополнение не смещалось относительно вот этой базовой линии. Теперь, когда у нас вот такая есть объемная метка, мы можем использовать различные материалы. Это может быть фольга, это может быть полиэтилен, в принципе все, что у вас есть, но желательно что-то синтетическое, потому что, в общем-то, использование для полива воды, оно может быть опасно для натуральных материалов, которые внутри. То есть снаружи будет быстрее просыхать, а внутри желательно, чтобы ничего не загнивало. Поэтому я предлагаю использовать полиэтиленовые пакеты. У нас вот в таких удлиненных пакетах продается батон, поэтому вот у меня накопилось некоторое количество, и я вот как раз планировала использовать такие пакеты для этих целей. Итак, мы будем их наматывать в большей части в этой зоне, чтобы придать объем именно этому месту. Можно использовать фольгу, но фольга это более дорогой вариант. Вот. И фольгу удобно использовать, когда нужно именно вылепить форму. Здесь более простая задача. Поэтому можем использовать какие-то подручные средства. То, что вам не жалко, скажем так. Можно использовать жгут сразу из трех таких полос. В общем, наша задача сделать быстро и объемно. Таким способом, с использованием самых бросовых материалов, мы создали объемную форму, которая по итогу должна выглядеть интереснее в готовом изделии. Но чтобы вот эту подушечку проконтролировать, лучше намотать еще джутовую веревку, к которой будет крепиться уже декоративное покрытие крепче и лучше.
Веревка примнет излишне выступающие места и скроет нежелательные пустоты. И при этом станет надежной основой для крепления косички из природного материала. Укладываем косичку чуть-чуть выше бортика. Кстати, в данном случае бортик немножко плавится от клея и максимально хорошо прилегает. Вот это место получается немножко проблемное, но мы его потом скроем ручкой. Вот так. Поэтому выкладываем вот сюда дальше и начинаем второй слой. Выравниваем косичку, придавливаем и стараемся сделать плоскую поверхность. Декоративные ручки у кашпо выглядят эффектнее, если они немного грубее и толще, чем само плетение. Поэтому можно соединить две цепочки в одну, просто сшить. И вот таким образом использовать для изготовления ручек. Либо можно сплести вот такой круглый шнур, тоже из нашего материала, определенным способом, также с использованием гвоздя. Итак, чтобы сплести вот такой вот объемный круглый жгут, нам понадобится не 6 полос, а 8. Мы соединим их таким же способом при помощи нитки. Заведем заготовку за гвоздик и поделим на 4 части. Так. Сейчас смотрим. 2 у нас центральных и 2 боковых. Теперь боковую часть возьмем и заведем внутрь под 2. И теперь провернем ее вот таким образом. То есть вот раз и поменяли местами. Так, теперь обратите внимание, что у нас появилось первое плечико, как я называю. Вот. Значит, следующее движение будет с той стороны, где это плечико. То есть вот эта вот штука, вот эта сторона будет заводиться внутрь через 2 полосы, то есть под 2 полосы и проплетаться через нее. То есть коса будет плестись с заведением полосы под низ. Так, вот смотрим. Вот у нас плечико. Значит, вот эта сторона пойдет под 2. Вот, то есть вот эту мы сейчас не трогаем. Заводится под 2 и проплетается, как обычная косичка. Есть. Смотрим. Теперь наше плечико здесь. Значит, соответственно, первую пропускаем и вторую вот так. Заводим. И вот здесь можно с проворотом проплетаем, как обычную косу. Все, опять разложили, посмотрели. Вот, вот плечико. Вот эта сторона, значит, будет сейчас работать. Заводится через низ, создавая там объем сюда, то есть первую, вторую пропустили, и проплетается, как обычная коса, в эту сторону. Кстати, это плетение достаточно удобно плести на руках, потому что очень плотный жгут получается, поэтому, в принципе, можно плести и без гвоздика. Кашпо я полностью оклеила. И теперь нужно сделать ручки. Здесь кончики я в плоскую форму такую привела. И приклею сейчас, начав с того места, где у меня был вот этот дефект. Еще более чистая работа получится, если не полениться и пришить ручки иголкой с ниткой.